В прошлом году мы провели программу с Ицхаком Бентовым, исследователем из Бостона, о взаимосвязи между сознанием и космосом, основанную на его книге «В погоне за диким маятником». Эта книга стала бестселлером среди тех, кто интересуется взаимосвязью между сознанием и космосом. И сегодня утром мы хотели снова поговорить с мистером Бентом. Бен – замечательный, любящий и добрый человек. Смелый, вежливый, честный – все, что можно о нем сказать. Самое интересное в нем то, что он много лет занимается исследованием сознания. Подзаголовок его книги «Механика сознания». И сегодня мы хотим поговорить об одном из аспектов этой темы – эволюции сознания. Затем мы. Вероятно, ни одна теория не оказала такого влияния на западное мышление, как теория эволюции, предложенная Дарвином в середине XIX века. С тех пор все наши мысли были связаны с идеей, что мы, люди, каким-то образом эволюционировали и стали теми, кем являемся сегодня. Я хочу спросить вас, где вы видите нас сейчас в этом эволюционном развитии? Мы можем сказать, что если принять теории Дарвина, то они верны. И мы знаем, что эволюционировали от обезьян к людям, и теперь, наконец, достигли точки, когда мы стали гуманоидами. У нас вертикальные позвоночники. Мы достаточно умны. Мы можем нажимать кнопки на телевизоре, водить машины и так далее. И так далее. Я хотел бы нарисовать небольшую диаграмму, но не волнуйтесь, она не очень научная. Давайте я нарисую так называемую кривую нормального распределения, которая выглядит примерно так. Она используется для описания случайных событий. И вот как это работает? Допустим, у нас есть следующая ситуация. Возьмем небольшой городок с населением в 1000 человек. И у нас есть большое желание узнать средний рост жителей этого города. Поэтому мы берем рулетку и начинаем измерять людей. Мы обнаруживаем, что очень небольшое количество людей будет, скажем, 3 футов ростом. И очень-очень немногие будут, может быть, 7 или 8 футов ростом. Основная часть населения будет где-то здесь. Средний рост этих людей будет около 5 футов 6 или 8 дюймов или что-то в этом роде. Итак, мы видим, что эта кривая нормального распределения дает нам хорошее представление о том, где находится большая часть населения. Это типично для населения. Мы также можем использовать эту диаграмму для описания эволюции. Основная часть населения сегодня — это разумные, нравственные, менее разумные, двуногие, верно? С вертикальным позвоночником, который нажимает кнопки на телевизоре, водят машину и так далее. Но есть и обратная сторона. Здесь, в этой области, есть люди, очень немногие, которые все еще похожи на горилл. Они волосатые. Они бьют себя в грудь, когда видят соседей, и делают еще кое-что. А еще есть люди, которые находятся здесь, в этом углу. Очень немногие, которые очень высоко развиты. Потому что мы говорим, что эволюция сейчас толкает человечество в этом направлении. От горилл к очень высокоразвитым людям. Сейчас мы здесь. Что произойдет через 1 000 000 лет, через 500 000 лет? Эта кривая сдвинется. Она сдвинется вот так. То есть основная часть населения будет очень высокоразвитой. Мы полностью ушли от горилл. Больше никаких горилл. И сейчас средний человек — это отсталый человек с точки зрения эволюции. Основная часть населения чрезвычайно, очень высокоразвита. И здесь, на переднем крае эволюции, находятся очень высокоразвитые люди. Мы даже не можем представить, какими они будут. Возможно, у них вообще не будет физического тела. Какова среда обитания этой группы? Ну, просто выйдите и найдите их. Они повсюду. Как вы думаете, где обитает эта группа? Где вы их найдете?
Я подозреваю, что они будут в университетах. Вы найдете очень умных людей, которые находятся на переднем крае профессии. Я имею в виду, что это интеллектуальная вещь, не так ли? Ну, я предлагаю вам поискать их в психиатрических больницах, в психушках. Причина в том, что эти люди живут в другой реальности, в реальности, которая сильно изменилась, и лишь немногие из них приспособлены к этой реальности. Поэтому, естественно, они не могут нормально функционировать. Поэтому единственное безопасное место для них – это психиатрическая больница, если только они не смогут совместить свой взгляд на реальность с повседневной жизнью. Если они смогут это сделать, то у нас будут такие люди, как Ньютон, Дарвин, Фарадей. Это так называемый гений. Я не уверен, что мы говорили о том, что именно эволюционирует. Давайте скажем так. Эволюционирует нервная система, а нервная система поддерживается скелетом из костей, мышц и тканей и так далее. Итак, нервная система — это то, что дает нам представление о нашей реальности. То есть о нашей реальности. Реальность, которую вы видите вокруг себя, цветы в груди и микрофоны в чашке, дается нам нашими органами чувств. Мы не видим свет за пределами ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов. Мы слышим только ограниченный диапазон вибраций, например, от 52 до 20, максимум. Другими словами, все наши чувства ограничены, поэтому мы видим реальность через очень узкую трубку или очень узкую щель. Когда вы вращаетесь, эта щель открывается все больше и больше. Вы видите все больше и больше этой реальности, и мы предполагаем, что видим разные реальности. Это не совсем разные реальности, а скорее очень широкий взгляд на одну очень большую реальность. В Библии упоминается максимум 4-6 цветов. Это то, что люди видели всего 4000 лет назад. Сейчас мы видим сотни и тысячи цветов. То есть наша зрительная система эволюционировала. Наши собратья млекопитающие, такие как коровы и лошади, видят только черное и белое. Это один из примеров эволюции нервной системы. Чувства — это продолжение нашей нервной системы. Наши глаза, уши и так далее — это продолжение нашего мозга. Вот видите? Итак, вы говорили о людях, которые были мутантами либо в психиатрических больницах, либо гениями. Это люди с расширенным восприятием, и поэтому они могут видеть реальность, которую обычные люди на данном этапе эволюции не могут увидеть. Какова природа этой реальности, которую они могут видеть? Ну, иногда ее называют нефизической реальностью. Возьмем простой пример. Семья сидит за обеденным столом, и ребенок лет 15-16 говорит: «Мама, смотри, там наша умершая бабушка стоит в углу». Мама оглядывается и говорит: «Нет, там нет бабушки». А ребенок отвечает: «Мама, с тобой что-то не так. Тебе нужна помощь. Ты сумасшедший. Ты сумасшедший». Она отводит его к психиатру, и происходит то же самое. Психиатр спрашивает: «Что ты видишь, малыш?» «Ну, ты увидишь». Разве ты не видишь? Доктор вон там, в углу. Разве ты не видишь этого человека? Нейропсихиатр оборачивается. Там никого нет. Тогда психиатр говорит: «Молодой человек, у вас проблемы». И выписывает рецепт на таразин, электрошок или что-то еще. И довольно скоро, через 2 недели, он приходит в норму. Больше не видит. Больше ничего не видит. Процесс пошел в обратном направлении. Это называется психотическим эпизодом, острым шизофреническим приступом или как там еще. И можно сказать, что у этого ребенка есть шанс выздороветь. Очень хороший шанс, что у ребенка спонтанно откроются чувства. Значит, эволюция ускорилась. Да.
Такое действительно бывает. Есть методы, как это сделать. Но восточные люди, йоги, разработали системы, чтобы быстро развивать нервную систему. Но это часто происходит спонтанно, без каких-либо усилий. И это просто происходит. В старые времена такие вещи называли чудесами. А сейчас чудес больше нет. Ну, давайте возьмем это. Интересно, правда? Потому что вы думаете о том, что вы называете спонтанным открытием расширенного сознания. Верно. Это много слов, чтобы сказать что-то. Но раньше это называли чудом. Сознание, знаете ли, время великого откровения, когда Бог говорит с вами. Возьмем, например, святого Павла, да? Он идет или едет в Дамаск в старые времена. И вдруг появляется большой шар белого света, и Иисус стоит в этом шаре света и говорит: «Почему бы тебе не оставить моих людей в покое и не перестать делать то, что ты делаешь?» Он очень впечатлен, даже ослеплен, падает и так далее. Но в конце концов он добирается до Дамаска. И там он начинает большую кампанию, рассказывает о своем опыте и привлекает внимание общественности. Он строит церковь, и из этого рождается иудео-христианство, и все такое. Так что у нас есть кое-что. Да, я думаю, что то же самое произошло бы и с этим парнем, святым Павлом, который ехал по шоссе 128. Да? Он ехал по шоссе. Шоссе 128 не ведет в Дамаск. Не ведет в Дамаск. Оно ведет в никуда. Итак, этот парень едет, и вдруг перед его лобовым стеклом появляется большой шар света. И там стоит Иисус. И он очень-очень впечатлен. И его машина начинает вилять. И, конечно же, сзади подъезжает полицейский и говорит: «Сэр, можно ваши права и документы на машину?» Этот парень так впечатлен, что бормочет что-то об Иисусе и все такое. Полицейский говорит: «Вы, наверное, были за рулем в нетрезвом состоянии, верно?» Он арестовывает его и отвозит в участок. Потом его приводят в участок, и там ему говорят: «Вы все еще пьяны, понимаете?» Они вызывают скорую и отправляют его в психиатрическую больницу. В регистратуре его опрашивают очень коротко. И в журнале пишут, что у него острый психотический или шизофренический приступ с религиозным подтекстом. Вот и все. Вот что мы сделали с чудом. Мы превратили чудо в серый порошок. Больше никаких чудес. Все жалуются, что в Библии на каждой странице есть одно или два чуда, а теперь их нет. Вот что мы делаем с чудесами. Мы просто уничтожаем Библию. Что же происходит? Вы говорили об эволюции нервной системы, верно? Но есть ли что-то еще, что развивается и может быть чувствительным к этому более высокому уровню реальности? У нас есть понятие души. Большинство людей не говорили о душе. Это что-то не физическое. Это очень теоретично. И когда вы идете в церковь, вы достаете эту душу из шкафа, немного ее полируете, а потом идете в церковь и общаетесь со своей душой. Потом вы возвращаете ее в шкаф до следующей недели. Вот что такое нормальный человек с душой. Но на самом деле это не так. У нас нет душ, но все наоборот. Душа есть в населении. То есть то, что развивается, это душа, а тело — это что-то одноразовое. Как вы знаете, вы используете тело как машину на 80-100 миль, а потом выбрасываете его, и все. Берете другую. Водитель — это душа, которая использует тело какое-то время, а потом разбивает его, и рано или поздно берет другое. Так что эволюционирует душа, а не наша личность и не наше физическое существование. То есть душа — это хранилище информации, которую мы собрали за всю жизнь. Ну, я скажу вам, может быть, нам стоит нарисовать еще одну схему.
Физические тела здесь, еще одно физическое тело, еще одно физическое тело. Это Джо, это Джим, это Сара и так далее. Это явно физический уровень. На этом физическом уровне мы все разделены. Вы сидите там, я сижу здесь, и мы все разделены. Теперь давайте нарисуем еще один уровень. Этот уровень немного выше. И давайте назовем его уровнем души. Хорошо? Но здесь будет некоторое смешение. Давайте нарисуем этого человека так, чтобы он простирался практически до бесконечности. Теперь посмотрите, что происходит. На физическом уровне мы разделены. Мы разделены. И между нами большое расстояние. Допустим, на уровне души этот человек простирается вот так, а другой человек немного смешивается с ним. То есть души каким-то образом соприкасаются друг с другом. Хорошо, они пересекаются вот так. Теперь давайте перейдем на более высокий уровень и назовем его, скажем, уровнем высшего «я», которое является своего рода боссом этой души. Здесь мы видим, что высшее «я» этого человека простирается вот так, а высшее «я» другого человека простирается вот так. Между ними больше пересечений. На самом высоком уровне, который является духовным, мы практически полностью пересекаемся. Все пересекаются, все остальные. Другими словами, все и все находятся везде. Другими словами, мы стали вездесущими. Это состояние высокодуховных совершенных существ или богов, как вы их называете. Понятно. Хорошо. И мы существуем во всех этих состояниях одновременно. Во всех этих состояниях одновременно. Но мы этого не осознаем. С вашей точки зрения, когда мы видим друг друга как отдельные сущности, это происходит только на одном уровне реальности. Верно? И нравится нам это или нет, мы все эволюционируем к божественности. Но знаете, это займет время, так что не ждите. Это и есть цель эволюции. Потому что в этот момент вы начинаете понимать, как работает система. И одна из хороших особенностей этой системы в том, что она хочет рассказать вам о себе. Что? Это хорошая система. Чему она хочет вас научить? Ну, если вы вездесущие и всеведущие, это то состояние, в котором система хочет вас видеть. Потому что система — это система сбора информации. И она также свободно распространяет эту информацию. С вашей точки зрения, мы все когда-то давно начали с недифференцированной материи, которая медленно эволюционировала миллионы и миллионы ионов, пока не появился очень сложный организм, который мы сейчас называем человеком. У него есть нервная система, которую мы в данный момент понимаем как чувствительную к определенным уровням реальности, через наши глаза, уши, нос и другие органы чувств. Это то, что мы называем материальной обычной реальностью, которая позволяет нам водить машины и выполнять нашу повседневную работу. Однако есть эволюционное движение, которое будет продолжать продвигать нас дальше того, где мы находимся сейчас. И то, что будет продвигаться, это наша душа. И в какой-то момент мы испытаем возвышенное сознание, в котором высшие реальности не только видны, но и проживаются. И в конечном итоге мы достигнем совершенства. Нравится нам это или нет? Можем ли мы ускорить этот процесс? Да. Ну, вы используете медитативные техники, которые ускоряют работу нервной системы намного быстрее, чем обычная скорость эволюции. Эти техники доступны, но вам не нужно ничего делать, что все равно произойдет. Это произойдет. Вот так. Это очень большой и яркий взгляд. Его полное имя было Ицхак Бентов, но большинству людей он был известен просто как Бен. Бен обычно начинал свои выступления словами: «Сейчас мы поговорим обо всем, от атома до космоса, от человечности до божественности, не меньше». Он рассказывал о природе реальности и нашем месте в ней, о своей модели Вселенной и о своем личном опыте в расширенных состояниях сознания. И, наконец, в конце он задавал главный вопрос:
Кто всем управляет? У Бена было потрясающее чувство юмора и способность объяснять очень сложные идеи простым и понятным языком. Он иллюстрировал свои 2 книги с собственными рисунками, похожими на карикатуры. Нильс Бор сказал: «Некоторые вещи настолько серьезны, что над ними можно только смеяться». Бен называл себя мастером на все руки, сантехником. Он получил образование инженера-механика и где-то по пути начал медитировать, и его сознание открылось. Так что реальность стала восприниматься им двояко, 2 видами знания. Линейное, научное, объективное знание и прямое, интуитивное, внутреннее знание, мистика. И сочетание этих 2 видов дало ему уникальный и очень необычный взгляд на природу реальности. Во-первых, он видел реальность как голограмму. Это целостность, в которой каждая часть связана с любой другой частью, и все они взаимозависимы. И эту голограмму он воспринимал как вибрационную по своей природе. Другими словами, как он говорил, это реальность, которая то появляется, то исчезает. И мы здесь лишь на время. Это колеблющееся поле. И оно может казаться нам непрерывной реальностью, хотя на самом деле это похоже на фильм, состоящий из отдельных кадров. Он рассматривал реальность как единое целое, как само сознание. Сознание в состоянии эволюции, раскрывающееся само для себя, чтобы познать себя. И нет ничего вне его. Так что физическая реальность, проявленный мир – это лишь другое выражение этой реальности, которая есть сознание или само существование, осознающее себя. А материя – это еще одно выражение сознания на разных уровнях эволюции, так что можно рассматривать реальность как состоящую из бесчисленного множества уровней реальности, каждый из которых имеет соответствующий уровень сознания. И реальность воспринимается теми, кто ее переживает, только на уровне их собственной эволюции нервной системы. Механизм в физическом теле, который воспринимает реальность, это сама нервная система. И как инженер-биомедик, Бен специализировался на изучении влияния изменений сознания на физиологию. И я должен сказать, что Бен, когда бы он ни говорил об этом, никогда не утверждал, что это какое-то окончательное учение. Он говорил об этом как о рабочей модели. И он говорил: «Я говорю с моего нынешнего уровня невежества, потому что невежество растет в геометрической прогрессии. Чем больше вопросов вы задаете и чем больше ответов получаете, тем больше вопросов возникает. Так что это бесконечный процесс раскрытия сознания». И Бен видел реальность, или я бы сказал, реальность раскрывалась перед ним в виде структуры, потому что он имел дело с механизмами. Для кого-то другого, с другим опытом, реальность раскрывалась бы, скажем, в поэтических метафорах или в вибрациях разных звуков для музыканта, так что мы все похожи на снежинки. Все одинаковые, но все разные. И подзаголовки его 2 книг на самом деле указывают на то, что реальность представлялась ему в виде структуры, потому что подзаголовки посвящены механике сознания и механике творения.
так, что Бен разработал инструменты для изучения физиологических изменений, которые происходят в теле, когда определенная энергия поднимается по позвоночнику. На Востоке это называется кундалини или свернувшаяся змея. Она поднимается по позвоночнику и пробуждает определенные энергии в теле, которые позволяют восприятию стать шире, и тогда мозг функционирует на другом уровне. Он назвал это своей моделью кундалини. Бен рассматривал реальность как движущую силу эволюции к бесконечности по мере раскрытия сознания. Так что на этом графике эта стрелка представляет энергию эволюции, а так называемая колоколообразная кривая – это метод графического отображения статистических данных. И если пик этой кривой представляет средний уровень сознания человечества сейчас, а нижний конец – самый низкий уровень сознания, скажем, у мафиози, как он это называл, тогда верхний край, самый высокий, будет у таких людей, как Эйнштейн или Леонардо да Винчи. Теперь, когда эволюция продвигается вперед, через несколько лет эта колоколообразная кривая примет такое положение. Что же произойдет? Среднее сознание будет там, где сейчас находится продвинутое сознание. Низкий уровень будет там, где сейчас средний. А высокое сознание человечества в то время будет чем-то, что мы едва ли можем себе представить. Потому что, как он говорил, потенциал человеческой нервной системы огромен, и мы действительно не знаем, куда он нас приведет, от человечности к божественности. И на этом графике показан эксперимент, который он провел с испытуемым, сидящим на стуле, с прикрепленным к нему устройством под названием баллистограф. Баллистограф улавливает микровибрации тела. Так что большая кривая, которую вы видите, отражает движение испытуемого вверх и вниз при дыхании. А маленькие волнистые линии, наложенные на нее, показывают сердцебиение. В нижней части графика показан тот же человек в состоянии глубокой медитации, что также означает глубокое расслабление. И посмотрите, что произошло. Дыхание практически прекратилось. Это прямая линия. А прерывистое сердцебиение превратилось в ровную синусоиду. И глядя на это как инженер, Бен сказал, что это эффект гармонизации всех частот в теле. И теперь тело резонирует как настроенный инструмент. И он придумал то, что назвал моделью синдрома кундалини. Другими словами, когда эта энергия в позвоночнике поднимается, возникает гармония, когда вибрация превращается в синусоиду с частотой 7 циклов в секунду или 7 Гц по сравнению с обычным прерывистым ритмом. И как инженер он рассматривал тело как вибрирующую систему или осциллятор. И в данном случае их 5. Сердечно-сосудистая система, сам мозг, полость в мозге, заполненная жидкостью, желудочек, а затем сам мозг, сенсорная кора. И все это создает электромагнитное поле вокруг головы. Система, которая приходит в гармонию внутри себя, становится более мощной, чем другие, и она будет притягивать. Это еще один термин, который он использовал. Она будет притягивать или увлекать за собой систему, которая не находится в гармонии. Так что как только этот осциллятор или резонирующая система придет в гармонию, он запустит остальные одну за другой. Это эффект домино. Когда сердце перекачивает кровь через аорту, он называл аорту самой большой трубой в теле. Это оказывает огромное влияние на тело и заставляет его вибрировать. Кровь попадает в разветвление на ноги, и определенная плоская волна отражается вверх.
Следующий импульс идет вниз, плоская волна, и импульс сталкиваются, и это создает нарушение в теле. Когда устанавливается гармоничная 7-герцовая вибрация, кажется, что сердце и легкие начинают разговаривать друг с другом и работать в гармонии. Так что импульс идет вниз и ждет отражения, а затем они оба поднимаются вместе, и следующий импульс идет вниз, и столкновения больше не происходит. И тело входит в резонанс, запуская следующий осциллятор – мозг. И если снова посмотреть на голову с точки зрения инженера, это жесткая коробка, опирающаяся на упругую колонну – позвоночник. Происходит следующее. Когда тело поднимается и опускается, череп вибрирует, а мозг, который представляет собой гелеобразное вещество, плавает в жидкости, спинномозговой жидкости. Так что каждый раз, когда тело поднимается, оно ударяется о череп, а затем опускается. И так оно поднимается и опускается, создавая плоскую волну в мозге. У мозга есть свойство, называемое пьезоэлектрическим, которое означает, что при механическом воздействии он создает вокруг себя электромагнитное поле, которое в конечном итоге и есть это поле. Это второй осциллятор, который запускает третий. Это заполненная жидкостью полость в мозге, называемая желудочком. И благодаря этой регулярной вибрации с частотой 7 циклов или 7 Гц в секунду в желудочке создается стоячая волна, которая снова создает очень гармоничную частоту. А это, в свою очередь, запускает сенсорную кору. Это поперечный разрез мозга и поперечный разрез третьего желудочка, заполненного жидкостью. Над третьим желудочком находится барабанная поверхность с пучком нервных волокон, соединяющих правое и левое полушарие мозга. И это очень важно, потому что когда жидкость вибрирует гармонично, она активирует это волокно, нервное волокно, и гармонизирует два полушария мозга. И мы знаем, что сознание открывается, когда происходит синхронизация работы двух полушарий. А затем в сенсорной коре в доле мозга устанавливается определенный ток. И, как я уже говорил, все это приводит к тому, что вокруг головы создается электромагнитное поле. Так что голова фактически становится антенной, способной отправлять и получать информацию, чего она не могла бы делать иначе. И в этом состоянии становится возможным более высокое восприятие. И это была теория Бена о том, что благодаря механизму кундалини и резонансному состоянию тела становится доступным более высокое восприятие. Это иллюстрация симпатического резонанса, как эти осцилляторы запускают друг друга. Если вы дернете за струны этой скрипки, то струны этой будут резонировать, даже если их не трогать. Так осцилляторы взаимодействуют друг с другом через резонанс. И когда мы ходим по этой планете Земля, которая, кстати, заряжена отрицательно, мы находимся в море вибраций всех видов электромагнитных полей и всех видов частот, радио и других. И ионосфера заряжена положительно, и потенциал между ними постоянно колеблется, так что мы все время подвергаемся всевозможным воздействиям. Но в состоянии резонанса на частоте 7 Гц мы подключаемся к вибрации самой Земли, которая стабильна. И это те же 7 циклов в секунду. Так что биосфера вокруг Земли резонирует на той же частоте, и мы подключаемся к частоте самой планеты. Вот почему медитативное состояние – это такое расслабляющее состояние, из которого некоторым людям трудно выйти. Теперь, став частью вибраций Земли, мы, в свою очередь, подключаемся к вибрации всей Солнечной системы, потому что наша Земля здесь тоже окружена всевозможными вибрациями.
Есть магнитопауза, магнитосфера, плазменный слой, радиационный пояс и так далее. Есть акустические волны, солнечный ветер, исходящий от Солнца, который также влияет на Землю. Так что, настроившись на частоту Земли, мы, в свою очередь, настраиваемся на частоту всей Солнечной системы и Солнца, а затем и на космос. Это космическая связь. Когда Бен измерял эти поля вокруг тела, он обнаружил, что на частоте 7 Гц поле вокруг тела расширяется и может быть измерено на расстоянии около 20 дюймов, а затем сужается. В ситуации, когда сотни людей одновременно медитировали, Бен провел эксперимент, потому что многие из них сообщали, что слышат внутренние звуки в своей голове. Когда он измерил частоты звуков, которые они слышали, он обнаружил, что был один основной звук, а затем другие пики, где многие люди слышали определенные частоты. И когда он посмотрел на это, а это, конечно, в килогерцах, он понял, что эти другие пики на самом деле являются гармониками исходного звука. Другими словами, все на самом деле слышат один звук, но затем он распадается на гармоники, и некоторые люди слышат целые аккорды. Это действительно зависит от уровня развития человека. Вот как на самом деле выглядит третий желудочек мозга, и это его поперечное сечение, о котором мы говорили. А на мозге есть узкая полоса, называемая сенсорной корой. При механическом воздействии, например, иглой во время операций, она вызывает ощущения в разных частях тела. И эти ощущения распределяются по этой схеме, и это называется гомункулом или маленьким человечком. И как вы заметили, пальцы ног находятся внутри складки мозга, а затем бедро, рука и так далее, внутренние органы находятся здесь. Обычно сигнал поступает в сенсорную кору и возвращается в двигательную систему, сообщая телу, что делать, как реагировать на раздражитель. Но в процессе кундалини эта цепь активируется, и человек начинает спонтанно ощущать определенные части тела без физического воздействия на них. Так что человек не знает, происходит ли это в мозгу или на физическом уровне. В конце концов, когда этот ток, и он действительно называл его не током, а выравниванием нейронов из-за стимуляции волокон здесь, нервных волокон в мозге. Это выравнивание в конечном итоге становится постоянным, и диапазон восприятия человека значительно расширяется. И еще одна вещь, которая происходит, это то, что этот ток или выравнивание проходит через центры удовольствия. Так что человек в этом состоянии находится в состоянии блаженства. А йог, сидящий в пещере в Гималаях, на самом деле получает массу удовольствия. Никто не заставляет их сидеть целыми днями со скрещенными ногами. И, как сказал Бен, вы можете ускорить процесс эволюции, но мы все на этом конвейере, и природа несет нас вперед. И мы все равно доберемся от человеческого состояния до божественного, нравится нам это или нет. В конце концов, когда этот ток продолжается, он начинается с пальцев ног и поднимается вверх по телу, открывая определенные энергетические центры в теле, известные как чакры. И в конце концов ток начинает циркулировать, и его функция – очищать тело от стресса, чтобы оно могло воспринимать высшие реальности. И если где-то есть блокировка, он будет продолжать пробиваться, пока не очистится, чтобы двигаться дальше. Некоторые люди могут испытывать сильный дискомфорт из-за этого и не понимать, в чем причина. Бен хотел рассказать медицинскому сообществу, особенно психиатрам, об этом явлении,
чтобы некоторые симптомы не были ошибочно диагностированы как шизофрения или какое-то физическое заболевание, которым они не являются. Конечно, этот механизм и это явление были известны в древности. И этот фараон говорит: «Мой символ статуса – это то, что моя кундалини поднялась к центру лба». И на этой картине снова говорится, что все это закодировано в графических узорах. Это означает, что моя кундалини достигла этого уровня и даже превзошла фараонов. Так что это знание действительно было универсальным. Теперь мы продолжим и посмотрим, как Бен смотрел на реальность. Потому что дает нам нашу реальность? И это было описано в его книге «Преследование дикого маятника» о механике сознания. Позже я расскажу, почему он использовал маятник как символ того, о чем говорил. Мы имеем дело с двумя реальностями. Одна – это физическая реальность, от которой мы получаем синие и черные отметины, когда сталкиваемся с ней. Но информацию о ней нам дают наши органы чувств. Это наша субъективная реальность. И эти две реальности дают нам полное представление об окружающей среде. Так что же такое объективная физическая реальность? Давайте посмотрим на атом. Если мы увеличим атом и сосредоточимся на электроне, то получим ответ на вопрос, что такое физическая материя. Но если мы проанализируем электрон, то обнаружим только колеблющееся электромагнитное поле. Физической материи как таковой нет. Мы думаем, что, может быть, ядро даст нам ответ. Мы фокусируемся на ядре и обнаруживаем, что это тоже всего лишь электромагнитное колеблющееся поле в пустоте. Потому что между ядром и электроном и за их пределами нет ничего, кроме пустоты, той же пустоты, которая заполняет межзвездное пространство. И расстояние между ядром и электроном было бы аналогично расстоянию между головкой булавки в центре этой комнаты и чем-то вращающимся вокруг нее на расстоянии 3 метров. А остальное пустота. Так что же такое физическая материя? Бен провел аналогию между электроном и маятником, рассматривая поперечное сечение атома и сравнивая его с возвратно-поступательным движением. Другими словами, мы видим, что электрон ТО с одной стороны ядра, то с другой, что похоже на движение маятника. Что происходит с маятником? Он останавливается, движется, снова останавливается и снова движется. Другими словами, это действие и покой. Действие и покой. Если взять настоящий маятник, раскачивать его и прикрепить к нему ручку, а под ним положить лист бумаги, получится вот что. Это будет синусоида. Маятник движется и останавливается, движется и останавливается. А реальность – это промежутки между точками покоя. Мы воспринимаем реальность, когда есть движение, а реальность – это всего лишь колеблющиеся поля в пустоте. И причина, по которой я могу прикоснуться к этому экрану и не провалиться сквозь пол, в том, что мои атомы или электроны моих атомов отталкивают электроны пола. Но если бы я ускорил свою вибрацию, то вполне мог бы пройти сквозь пол. Таким образом, взаимодействие между атомами в этой реальности создают иллюзию твердой материи. Как же мы получаем информацию об этой твердой физической реальности? Через наши органы чувств, через субъективную реальность. Давайте посмотрим на это. Как работает нейрон? Если это нейрон, а это его базовое состояние, когда он находится в покое, то когда его что-то стимулирует, будь то громкий звук или яркий свет, он просто говорит: у меня что-то беспокоит. Чем больше таких всплесков на базовой линии, тем сильнее стимул.
Но каким-то чудом наша физиология позволяет мозгу создавать нашу реальность из этих всплесков, которые просто указывают на стимуляцию нервной системы. И мы видим красивые цветы, животных, небо и так далее. И как мы знаем, наши органы чувств очень несовершенны. Они очень ограничены и несовершенны. Даже пчелы, например, могут воспринимать ультрафиолетовый свет, а собаки – ультразвук. Так что мы видим реальность через наши органы чувств только через очень узкую щель. А остальное нам неизвестно. И мы смотрим на физическую объективную реальность, которая, как мы видели, колеблется через другую систему, нашу субъективную реальность через нашу нервную систему, которая также воспринимает ее через действие, покой, действие, покой, действие, покой. Таким образом, одна колеблющаяся система смотрит на другую колеблющуюся систему, и картина получается очень размытой. Мы можем расширить наше представление с помощью инструментов, телескопов и микроскопов, но в конечном счете только наши органы чувств дают нам знания. Таким образом, наша субъективная реальность – это сумма впечатлений, передаваемых нашими органами чувств, закодированных в периоды действия и покоя, которые представляют собой колеблющиеся электрические состояния нервной системы. И мы постоянно сравниваем одно с другим, иначе мы бы не воспринимали реальность. Например, если мышца глаза обездвижена, мы ничего не видим, потому что глазу нужно постоянно сканировать, чтобы что-то увидеть. Таким образом, обе реальности становятся реальными благодаря изменению, происходящему между двумя состояниями покоя. Когда есть изменение, есть движение, а когда нет изменения и полное состояние покоя, реальность, насколько нам известно, исчезает, потому что мы не можем ее воспринимать. Давайте посмотрим на общую картину. Вот атом, и его можно представить как синусоиду движения и покоя. Движение и покоя, что аналогично движению маятника. Теперь давайте представим гипотетическую ситуацию, когда мы берем длину волны, скажем, красного фотона, у которого очень большая амплитуда, а расстояния между точками покоя очень большие. А затем мы берем ту же длину, скажем, 1 дюйм, другими словами, ту же единицу частоты, и ускоряем ее так, чтобы на той же длине было больше подъемов и спадов. Допустим, это фиолетовый фотон. Тогда точки покоя становятся немного ближе друг к другу, но их становится больше на этом отрезке. Затем мы ускоряем его еще больше, допустим, до гамма-лучей или рентгеновских лучей. И мы видим, что получаем еще больше всплесков или волн, и они становятся еще ближе друг к другу. Теперь давайте представим гипотетическую ситуацию, когда скорость становится настолько большой, что становится бесконечной. При бесконечной скорости колебаний больше не будет. Точки покоя фактически совпадут, и получится прямая линия. Что это будет за состояние? Во-первых, мы видим, что это парадокс, потому что бесконечная скорость теперь стала полным покоем. Возможно, мы могли бы назвать это состоянием абсолюта. Это источник, из которого возникают все частоты. И у него будет максимальная энергия. Вся энергия в нем, но она находится в потенциальном состоянии. И когда он начинает вибрировать, он создает все эти разные частоты, которые начинают взаимодействовать, как мы видели раньше, создавая нашу реальность. Таким образом, можно сказать, что абсолют – это точка, где крайности сливаются, а состояние покоя подразумевает бесконечную скорость. Фактически они становятся одним и тем же. И это состояние, абсолютное состояние, является основой для всей реальности, которая из него возникает.
В физике элементарных частиц есть принцип неопределенности, сформулированный Гейзенбергом, который гласит, что когда известен импульс или скорость частицы, ее положение становится неизвестным. Чем больше мы знаем об одном, тем меньше знаем о другом. Применим это к маятнику. Что это нам дает? Когда маятник останавливается перед тем, как изменить направление, мы знаем его скорость, потому что она равна нулю. Затем он снова останавливается, и мы снова знаем его скорость. Это означает, что в этих точках его местоположение становится неизвестным. И, как сказал Бен, его можно найти в любой точке Вселенной. То есть он становится Вселенной. Он заполняет все творение. Он повсюду. И на основе этого он развил большую часть своих дальнейших идей. Если это наша твердая реальность, и мы, как маятник, колеблемся, то время от времени отрываемся и касаемся этого абсолютного состояния полного покоя. Но это происходит так быстро, что мы даже не замечаем этого. И мы возвращаемся, как будто ничего не произошло. Но предположим, что мы можем расширить это состояние и испытать его. И на самом деле мы можем, тогда вот что произойдет. Вот наша реальность, а вот другая реальность, которую мы теперь расширили. И мы можем быть сознательными на этом уровне, одновременно с этим уровнем, чтобы получить пользу от обоих. И мы можем исследовать эту реальность и получать информацию. И это то, что сделал Бен. И информация, о которой я буду говорить с этого момента, была получена в этих состояниях расширенного сознания. Обычно в этих состояниях расширенного сознания время воспринимается по-другому. Люди, которые выходят из этих состояний, обычно говорят, что время остановилось или, по крайней мере, замедлилось. Что здесь происходит? И чтобы представить это в перспективе, Бен нарисовал эту диаграмму. Это наше пространство-время, и это момент сейчас, когда они пересекаются, переходя из прошлого в будущее. Вечный момент сейчас. И мы можем спроецировать на него 1 секунду, 2 секунды и так далее. Это очень надежно, мы можем это измерить, успевать на поезда, приходить на работу вовремя и так далее. Однако на это накладываются 2 других вектора пространства-времени, которые являются нашим субъективным пространством-времени. Обычно они пересекаются, и мы даже не замечаем разницы. Но в измененных состояниях сознания есть отклонения. Под измененными состояниями мы можем понимать сон, медитацию или глубокие измененные состояния. И угол отклонения фактически определяет глубину этого состояния. И посмотрите, что происходит. Если мы спроецируем 1 секунду, то увидим, что в этом положении субъективного времени у нас есть 2 секунды на 1 объективную секунду, что означает, что наше время уже удвоилось. Теперь представьте ситуацию, когда субъективное время все больше и больше наклоняется, пока практически не становится параллельным объективному пространству. Вот как это будет выглядеть. Наше субъективное время теперь перекрывает объективное пространство. Что это за ситуация? Ну, чтобы куда-то добраться, не нужно времени. Потому что ты везде одновременно. Потому что твое субъективное время перекрыло объективное пространство и стало бесконечным. Это состояние самадхи, высшее расширение сознания, в котором твое сознание заполняет всю Вселенную. Ну, куда ты идешь в этих состояниях? Есть много мест, куда можно пойти. И опять же, чтобы представить это в перспективе, Бен нарисовал эту диаграмму уровней сознания в творении, потому что каждый уровень, как мы видели раньше, отражает состояние эволюции материи на этом уровне.
И на всех этих уровнях есть коренное население, которое относится к этому уровню. А наша человеческая группа находится только здесь. Поэтому он рассматривал сознание в его целостности. Если этот вектор здесь представляет качество сознания, то этот – количество сознания или способность нервной системы реагировать на раздражители. Здесь мы поместили атом, вирус, растение, животное и, наконец, человек. Вот где мы находимся в диапазоне вещей, и есть много других уровней выше. И, конечно, все это ведет к высшему состоянию абсолюта, о котором мы говорили раньше. И все они содержатся в немецком. Сознание модульно. Большое сознание содержит меньшее сознание. Мы также видим здесь эти кривые, и они называются кривыми энергообмена. И они достигают пика в середине каждой полосы, что означает, что взаимодействие с окружающей средой здесь самое сильное. И я нахожусь, и вы находитесь в этой физической реальности, потому что наша кривая энергообмена самая высокая на этом уровне. Однако мы также можем взаимодействовать с соседними реальностями, но, как видите, кривая здесь сужается, так что мы не так четко и хорошо взаимодействуем с этими другими реальностями. Но все же взаимодействуем. И наша нервная система способна охватить все эти уровни, за исключением того, что мы, кажется, настроены только на эту физическую реальность. И как радиоприемник мы можем принимать все остальные, но продолжаем слушать только этот. Но мы можем настроиться и на все остальные. Теперь реальность под нами. Это животные, растения, минералы. Это те реальности, о которых Кастанеда говорит, например, в своих книгах, о взаимодействии с этими мирами. А верхняя часть взаимодействует со следующим уровнем, после человеческой группы, который называется эмоциональным или астральным. У этих уровней разные названия, но это не имеет значения, пока мы знаем, что они означают. Следующий уровень – ментальный, затем интуитивный или каузальный и так далее. У этих уровней есть определенные характеристики, и мы взаимодействуем со всеми ними и можем функционировать во всех них. Следующий за нами – эмоциональный уровень. И именно туда мы попадаем во сне. Как сказал Бен, это предварительный просмотр грядущих событий, потому что, когда мы умираем, мы попадаем именно туда и взаимодействуем на этом уровне. Следующий уровень – ментальный, и эмоции туда не допускаются, так что прежде чем вы сможете пересечь границу, это почти как если бы там был таможенник, который говорит, что нужно задекларировать любые эмоции. И вы спускаетесь вниз, если не можете избавиться от негативных эмоций. Например, от страха или гнева. Однако любовь, которую иногда воспринимают как эмоцию, это то, что Бен называл клеем Вселенной. И без нее вы даже не сможете подняться выше. Поэтому, когда вы избавляетесь от этих эмоций, вы можете перейти на ментальный уровень. И здесь ваша реальность – это то, что вы думаете. Это также верно и для нашего уровня, но в меньшей степени. Но здесь вы действительно создаете свою реальность тем, что думаете. Следующий уровень – интуитивный. И именно там мы все взаимодействуем, и люди творческих профессий особенно часто посещают эти области. И на этом уровне они получают много информации и приносят ее в творческий момент открытия. Например, когда изобретатель или художник внезапно находит решение или образ, который они увидели на интуитивном уровне. И как вы видели раньше, наше время расширяется на более высоких уровнях. Так что здесь было достаточно времени, чтобы изучить всю ситуацию, а затем воплотить ее в жизнь. Но когда вы воплощаете ее в жизнь, это происходит как вспышка, момент озарения. Хотя на самом деле вы потратили много времени, готовясь к этому. Нашей следующей темой будет очень важный принцип – голограмма, которая является основой реальности, как ее воспринимал Бен. И как обычно,
У Бена были интересные диаграммы, объясняющие его идеи, и он объяснил голограмму на примере 3 камешков, брошенных в кастрюлю с водой. И вы одновременно бросаете эти камешки в воду. Что происходит? Каждый камешек сообщает, что с ним происходит. На самом деле он кричит: «Помогите, я тону в кастрюле с водой». Он посылает волны, которые достигают каждой точки на поверхности воды. И каждый камешек делает то же самое. Итак, если мы возьмем эту воду, которая превратилась в узор из волн, которые теперь сталкиваются друг с другом, вся эта информация о камешках, и это называется интерференционной картиной. В разрезе это выглядело бы так. И если вы быстро заморозите воду, то получите такой кусок льда, который на самом деле является фотографией всей информации об этих камешках. А затем вы берете так называемый когерентный свет или свет, в котором все лучи имеют одинаковую частоту, например, лазерный свет. И вы пропускаете его через эту интерференционную картину. И вот, вы видите, как 3 камешка воссоздаются в трехмерном пространстве. Это важная часть голограммы, потому что вся информация содержится в этом узоре, и каждая точка этого узора содержит эту информацию. Потому что если вы случайно сломаете этот кусок льда, и у вас останется маленький кусочек, и вы пропустите через него тот же свет, вы все равно увидите 3 камешка. Таким образом, этот способ хранения информации самый эффективный из всех, что придумала природа. И Бен был большим поклонником и наблюдателем феномена взаимосвязи между микро- и макроуровнями. Когда природа придумывает действительно работающий метод, он повторяется на всех этих разных уровнях, и мы увидим это позже. Это настоящая фотография, если вы ее видите, волн, взаимодействующих друг с другом, создающих муаровый узор из волн, она действительно выглядит примерно так. И если вы пропустите через нее когерентный свет, трехмерный объект воссоздастся. Теперь, если вместо этих 3 камешков мы заменим их 3 людьми, потому что мы, как и камешки, постоянно посылаем информацию о себе разными способами. И все эти поля взаимодействуют, создавая голограмму, интерференционную картину. И можно сказать, что человеческое сознание – это одна большая голограмма информации о человечестве в целом. Мы – один разум, одно сознание. И, конечно, последствия этого огромны, потому что если мы поймем, что все, что мы делаем, что мы думаем, влияет не только на нас, но и на всех остальных, и не только на всех людей на Земле, но и выходит за пределы нашей планеты. И еще один способ взглянуть на это – увидеть эти 3 камешка или 3 отдельных людей, которые чувствуют себя такими изолированными на физическом уровне. Но если эти линии здесь указывают на постоянно расширяющееся сознание, мы замечаем, что на этих более высоких уровнях мы начинаем взаимодействовать. Так что эти 2 взаимодействуют здесь, эти 2 здесь, но все 3 взаимодействуют на следующем уровне. И если вы представите, что человечество состоит из этих отдельных точек и миллиардов нас, то на самом высоком уровне мы все взаимодействуем, и мы все едины. И, конечно, вы можете посмотреть на это с другой стороны. Здесь человеческое сознание единое, и оно как бы просачивается вниз или стекает вниз в эти отдельные единицы. И мы все думаем, что мы такие разные. И когда мы взаимодействуем, мы влияем друг на друга. Как мы уже видели, существует принцип резонанса и ритмической коммуникации. Другими словами, сознание, которое выполнило свою работу. Это учитель, гуру, который немного продвинулся дальше других
и его энергия, его сознание будут более гармоничными. И как те осцилляторы, которые мы рассматривали, он будет притягивать и увлекать за собой менее развитые сознания. Итак, в следующем разделе мы рассмотрим модель Вселенной, которую Бен создал в результате своего личного опыта. Но перед этим мы рассмотрим модель Вселенной согласно теории Большого взрыва, предложенной Гамовым. В бесконечной темной пустоте вся энергия, все пространство, время были сжаты в одной точке – космическом яйце. И это космическое яйцо по неизвестной нам причине взорвалось. И оно взорвалось равномерно во всех направлениях, и энергия вышла в виде светового излучения. Фотонов. Постепенно образовались стабильные частицы. Протоны, нейтроны и газы начали формироваться. Образовались гелий и водород. И газы сгустились в звезды с более тяжелыми элементами, образующимися в их ядрах. И звезды сгустились в галактики, в скопления спиральных и других галактик. И по мере старения звезды превращались в красных гигантов. А умирая, они взрывались, рассеивая космическую пыль по Вселенной. И эта космическая пыль, содержащая более тяжелые элементы, снова сгущалась в облака. Новые звезды и планеты, единицы. Так что одно и то же вещество циркулирует, и на самом деле ничего нового не происходит. Меняются только формы. И атомы из далеких галактик находятся в атомах нашей Земли и, следовательно, в наших физических телах. Так что это голограмма, которой мы принадлежим и частью которой являемся, неразделимой частью. И теперь я рассмотрю модель Вселенной Бена, которую он разработал, изучив существующую теорию Большого взрыва, и которую он немного изменил, потому что увидел другой вид взрыва – непрерывный скромный взрыв. В 60-х годах были открыты новые небесные тела, которые назвали квазарами. Это были радиогалактики огромных размеров, самые старые галактики, самые старые небесные тела, которые когда-либо наблюдались. И у многих из них из центра вырывалась струя. Эти галактики – самые далекие объекты, которые когда-либо наблюдались во Вселенной, и они движутся быстрее всех. Здесь мы видим, как вырывается струя. И, как я уже говорил, Бен верил в аналогию между микроуровнем и макроуровнем. И, основываясь на данных, полученных от квазаров, он создал эту модель Вселенной.
Бен говорил, что на самом деле это прототип того, что произошло в начале Вселенной, и что квазары – это осколки старого блока. И что космическое яйцо, вместо того, чтобы расширяться равномерно во всех направлениях, или изотропно, как это называют, на самом деле взорвалось в одном направлении, как воздушный шар, проткнутый иглой. И что бы произошло, если бы из этого первоначального космического яйца вырвалась струя? Вокруг ничего не было. Это было единственное, что было в этой огромной пустоте. Так что эта струя притянулась бы к себе под действием гравитационной массы. Это было бы похоже на то, как если бы вы держали шланг с водой, и вода в конце концов стекала бы вниз, а затем снова поднималась, и это был бы установившийся поток. Так что это был бы непрерывный взрыв, скромный, но непрерывный взрыв. Квазары не были равномерно распределены в наблюдаемой Вселенной. Наблюдаемая Вселенная – это то, что мы видим в наши телескопы. Если это наша Земля, то это радиус расстояния, на котором мы можем проводить наблюдения с помощью существующих телескопов. Квазары двигались быстрее и находились дальше, на Северном галактическом полюсе. А на Южном галактическом полюсе они были более сконцентрированы и немного смещены от истинного полюса примерно на 30 градусов. Когда Бен посмотрел на это, он понял, что существует изотропия. Другими словами, квазары были распределены неравномерно. Это противоречило теории Большого взрыва или добавляло в нее новый элемент. И это то, что он разработал самостоятельно. Так что это была бы структура. Это ядро структуры, которое называется телец, TORUS, похожее на дыню. И материя появляется из центра, в той же последовательности, что мы видели раньше, сгущаясь из светового излучения, из фотонов, стабильные частицы и так далее. Затем она расширяется, и если представить это в трехмерном виде, движется по кругу и притягивается обратно в черную дыру. Это белая дыра и черная дыра, расположенные друг напротив друга. Это гравитационный коллапс, когда галактики притягиваются к черной дыре, а затем снова появляются в виде энергии на следующем витке, чтобы снова двигаться по кругу. И каждый раз, когда материя движется по кругу, она очищается. Ее сознание находится на следующей ступени спирали. Именно здесь Бен поместил бы нашу галактику Млечный Путь, потому что квазары были обнаружены на Южном галактическом полюсе. Другими словами, он сказал, что мы, возможно, смотрим прямо в струю, в то время как на другой стороне квазары были дальше и двигались быстрее. Это означает, что они входили в эту расширяющуюся область, где материя разряжается и движется по кругу. Теперь, если мы приравняем материю к сознанию, как я уже говорил, нет ничего, кроме сознания, а материя – это только форма, в которой проявляется сознание. Так что в этом случае расширение, в которое сейчас входит наша галактика, расширение материи может также означать расширение сознания. И это может объяснить, почему мы испытываем определенные изменения в сознании на этой планете. Это было бы ядром структуры Тора. Белая дыра, через которую выходит энергия, сгущается, становится материей, движется по кругу, притягивается обратно в черную дыру. А между ними находится то, что можно назвать точкой сингулярности. В физике это ситуация, когда законы больше не действуют. И здесь происходит трансмутация материи, которая сгустилась до предела и снова становится энергией, чтобы возродиться в виде новой Вселенной.
Так что можно сказать, что есть несколько фаз этого путешествия материи по Тору. Первая фаза – от энергии к материи через расширение. В этой точке происходит окончательное расширение. Затем происходит конденсация. И, наконец, гравитационный коллапс, когда гравитационное притяжение настолько велико, что даже фотоны не могут вырваться наружу, чтобы рассказать об этом. Вот почему это черная дыра. Как вы помните, мы говорили об интерференционной картине информации, которая представляет собой голограмму. Помните, что каждая частица материи на поверхности этого тора посылает информацию о себе. Наша галактика делает это, как и другие галактики, которые опередили нас. Таким образом, посылаемая информация переплетается в единую сеть информации обо всей структуре. Это информация, которую можно получить в более высоких состояниях сознания и, по сути, получить доступ к знаниям обо всей структуре. Потому что мы – часть этой голограммы, маленький кусочек, который все еще хранит часть этой информации. И, настроившись на всю голограмму, мы можем получить информацию о каждой ее части. Именно это и сделал Бен. Опять же, аналогия между макроуровнем и микроуровнем. Это очень похоже на обычное куриное яйцо по форме. Бен взял куриное яйцо, прикрепил к нему электроды с двух сторон и посмотрел, есть ли там ток. И, о чудо, там был определенный потенциал 2,4. Милливольт очень маленький, но все же есть. Значит, вокруг каждого семени и каждого яйца в природе есть поле, о котором мы знаем. Другими словами, в этом яйце, похоже, та же картина, что и в Большом Торе. Так что природа склонна повторять определенный дизайн. Как инженер, Бен имел дело со структурами и говорил, что есть определенные элегантные решения проблемы. Так что голограмма, безусловно, подходит для хранения информации. И эта структура, похоже, повторяется на разных уровнях. Вот наша белая дыра, черная дыра и материя, движущаяся по кругу. В центре она полая и представляет собой электромагнитное поле. И мы можем сказать, что эту интерференционную картину информации можно назвать голограммой универсального разума. И здесь также появляется понятие времени, потому что материи нужно время, чтобы двигаться по кругу, а энергии в форме фотонов, световой энергии, чтобы стать материей. Таким образом, время становится фактором расстояния, на которое распространяется энергия, когда она выходит из белой дыры и движется по кругу. Потому что время существует, когда есть движение и масса. Так что это линейное время отсюда туда, один круг. Это рождение времени и его смерть. Но если смотреть снаружи, как мы сейчас смотрим на это из другого измерения, мы видим, что это континуум, и мы смотрим на это, возможно, с вечной точки зрения. Так что это линейное время, очень ограниченное явление в общей схеме вещей. И именно сила эволюции продолжает двигать это вперед. Бен говорил, что Тор – это колонна очищения сознания, что эта структура на самом деле очищает сознание, которая эквивалентна материи, когда материя циркулирует через эту черную и белую дыру. Вокруг человеческого тела есть такое поле, и разные частоты взаимодействуют, создавая узлы. А еще медицина переходит в новую область – энергетическую медицину или вибрационную медицину.
Тело рассматривается как поле взаимодействующих электромагнитных или электрических полей. И действительно появляется новая медицина. Теперь мы рассмотрим личный опыт Бена на этих высших уровнях творения. И он написал это в своей книге, которую назвал «Космическая книга о механике творения». Как я уже говорил, он видел вещи с точки зрения структуры. Так что в этом путешествии в расширенные состояния сознания это похоже на экскурсию. Вы можете задавать вопросы и получать ответы. И как только вы поймете и скажете «хорошо, я понял», слайд меняется, страница переворачивается, и вам показывает что-то новое. Он спросил: «Ну, я видел эту модель Вселенной». На самом деле он увидел ее в расширенном состоянии, а потом начал разбираться, что это такое. Увидев это, он сказал: «Ну, похоже, это замкнутая структура. Должно быть что-то за ее пределами». Я хочу знать, что в тот момент, когда он задал вопрос, его сознание оказалось в этой бескрайней пустоте. И ему показали и объяснили этот процесс. В бескрайней темной пустоте активируется определенная часть. Здесь и будет происходить действие. И свет описывает определенную территорию. Он назвал это протоматерией. Это матрица, которая в конечном итоге будет заполнена материей, как китайские шашки, которые заполняются маленькими шариками. И это поле начинает поляризоваться, как мы видели раньше. Абсолютное поле, которым является пустота, примиряет противоположности. Так что противоположности плюс и минус вместе. Они начинают разделяться, и это похоже на то, как разбивают яичницу. И напряжение огромное, потому что они не хотят разделяться и хотят снова быть вместе. Но именно это создает динамику проявления творения, потому что для действия нужна поляризация. И вот что происходит дальше. Когда два конца хотят соединиться, возникает огромное притяжение, и одна сторона достигает другой, и звук наполняет творение. Это звук. Первое слово, которое создает разные частоты вибраций, и они начинают взаимодействовать внутри этой структуры. И возникает определенный ток, который начинает двигаться по кругу. Затем появляется вторичный звук, и в центре остается капля. Она становится центром этой структуры. И это белые и черные дыры, которые мы видели раньше. Это сознание, чьим телом оно является. Материя этого тельца подобна дубу по отношению к желудю. Этот центр, черно-белая дыра, это сознание, у которого есть план этой структуры. И оно учится через взаимодействие своих частей. Через все частицы, которые движутся по кругу и становятся все более совершенными, и их сознание с каждым разом становится все выше и выше. Оно развивается. А как бы вы назвали сознание, которое управляет Вселенной? Что такое сознание, чьим телом является Вселенная? И, как сказал Бен, вы бы назвали его Творцом. И он не знал, как его назвать, он или она. Он сказал, нельзя сказать, что это председатель Вселенной, но это Творец Вселенной, который развивается, испытывая свое тело таким образом.
Ну, раз вы это увидели, вам захочется узнать больше, потому что это замкнутая структура и должно быть что-то еще. И мы с нашим ограниченным разумом не можем постичь бесконечность или вечность. Поэтому мы хотим увидеть, что будет дальше. И как только вы спросите, вам снова покажут следующую картинку и объяснят ее. И вы увидите, что в пустоте появляются светящиеся тороидальные формы. И когда вы подойдете ближе, вы увидите, что они расположены по спирали. 7 вселенных на каждой ступени спирали. Сначала кажется, что это слишком много, но вы начинаете считать и понимаете, что в спирали 7 ступеней, а значит всего 49 вселенных. И на вершине этой структуры появляется что-то очень яркое. И когда вы подходите ближе, этот яркий белый свет кажется таким. И Бен, знакомый с ивритом, посмотрел на это и сказал: «Нет, я, должно быть, программирую себя». Это похоже на еврейскую букву алеф, первую букву еврейского алфавита. И тут же приходит объяснение: нет, это не еврейская буква. Это интерференционная картина 4 энергий, взаимодействующих на этом уровне, на этом космическом уровне. И они создают эту картину, которая является сознанием, чьим телом она является. Это сознание содержит в себе сознание всех 49 творцов. Другими словами, сознание модульно. Как мы видели раньше, на примере уток, более развитое сознание, более крупное сознание будет содержать в себе меньшее. Когда Бен смотрел на все это, он сказал: «Я просто турист. Я делаю снимки и возвращаюсь. Я не знаю, на что смотрю. И я всего лишь один из вас». Мы все в этом космическом путешествии на автобусе. Только у некоторых из нас место у окна, а у некоторых у прохода. У меня место у окна, поэтому я могу поделиться с вами тем, что вижу. У него не было никаких объяснений, кроме того, что он что-то видел и задавал вопросы. Когда он подошел к этой алеф чуть ближе, то увидел, что спереди она была ярко-белой, а сзади темной и выглядела довольно трехмерной. Это голограмма. И таких форм, интерференционных картин, исходящих от светящейся стороны, 22. И они выглядят точно так же, как еврейские буквы. И ему снова объяснили, что это интерференционные картины, которые наблюдали древние провидцы, и они включили их в еврейские буквы, в еврейский алфавит. Но они существуют объективно, чтобы их можно было наблюдать. С другой стороны, появляются те же формы, но в случайном порядке. И ему объяснили, что эти интерференционные картины преобразуют энергию алеф на физический уровень. Они преобразуют ее все дальше и дальше на физический уровень. И вся эта диаграмма на самом деле иллюстрирует закон космического уровня, потому что на самом деле она говорит, что зло – это просто незнание закона. Правильная последовательность этих символов – это знание закона. А случайный порядок – это незнание закона, которое затем становится злом. А что такое закон? И когда вы задаете вопрос, вам показывают. Крупным планом это структура. Алеф распадается на 3 центра, 3 чакры, в каждой из которых есть эти интерференционные картины, похожие на еврейские буквы. И каждая еврейская буква имеет эквивалентное числовое значение. Так что все на самом деле модульно и структурировано. Каждый центр имеет свою частоту в виде цвета. Центр, который является любовью, это золото.
Центр, представляющий волю – синий, а центр, представляющий творение – розовый. Когда Бен посмотрел на это, он понял, что белый свет алеф, представляющий мудрость, это сочетание всех этих цветов. И это на самом деле частоты, действующие на этом уровне, которые создают эти голограммы. Теперь закон, о котором мы говорили раньше, космический закон, действующий на этом уровне, интерпретируется очень изобретательно. Эти символы, которые затем стали еврейским языком, можно читать в разных направлениях, и они означают противоположные вещи. Если читать слева направо, то получится «иди» или это зеленый свет. Другими словами, вы можете действовать безопасно, если будете действовать из любви к воле. Но если вы будете действовать из воли к любви, к самоволию, прежде чем познаете любовь, то получится клая. А на иврите это означает разрушение или исчезновение. Таков космический закон. Космический закон – это любовь, а незнание космического закона приводит к разрушению. А творческий центр, читаемый в противоположных направлениях, означает, что вначале было желание жить. Увидев это, вы захотите увидеть всю структуру, и вот что вы увидите. Алиф и его 49 творцов заключены в сферу, очень похожую на биологическую клетку. И на самом деле это похоже на спираль ДНК. И она расщепляется в конце, когда эта единица созревает. Увидев это и то, как вокруг нее постоянно циркулирует ток, вы захотите вырваться и увидеть, что находится за ее пределами. Но вы постоянно натыкаетесь на эту стену и не можете выбраться. Когда вы, наконец, прорываете ее, вы видите вот что. Вас окружает еще больше космоса, и они прижимаются друг к другу, как лягушки яйца. И вы оказываетесь в этой структуре. Она похожа на биологическую структуру. И снова вы хотите знать, куда это вас ведет. И вы проходите через эту структуру. И вот что вы находите. В биологии есть термин «плотно упакованная структура». Другими словами, если взять клетку, вокруг нее можно разместить только 6 клеток такого же размера. А сверху можно разместить только 3, чтобы они были устойчивы, а сверху только одну. Так что если смотреть сбоку, то это будет выглядеть вот так. 1 сверху, 3 сверху, 7 сверху. И это будет похоже на пирамиду с треугольными сторонами, которая называется тетраэдром. Теперь интересно то, что в физике есть нечто, известное как постоянная тонкость структуры. И это 1, 3, 7. Это метод, который показывает, чем атомы отличаются друг от друга. Он определяет размер атома, потому что определяет напряжение и взаимодействие между электроном и ядром. Интересно отметить, что первая устойчивая структура на космическом уровне – это тетраэдр. А у нас на физическом плане здесь, на Земле, есть алмаз, самое прочное вещество, которое мы знаем, и у него тетраэдрическая молекулярная структура. Возможно, здесь есть резонанс с космическим уровнем, и поэтому алмаз – самое прочное вещество, которое мы знаем. А затем эти единицы тетраэдров образуют модули из 2 таких тетраэдров, соединенных вместе. Так формируется поле космоса, лягушачьи яйца. Как только вы вырветесь из этого супа из космосов, вы обнаружите, что они в свою очередь заключены в еще большую сферу, так что одна структура находится внутри другой. И когда вы присмотритесь, то увидите, что в центре этого, возможно, вы должны назвать это суперкосмосом. Есть пустота.
И внутри этой пустоты формируются космические оболочки, которые выходят из нее и развиваются к поверхности. В то время как спираль Алефа имеет все эти вселенные на спирали, развивающиеся к Алефу, здесь же космосы, в свою очередь, развиваются к поверхности суперкосмоса. И зрелые космосы затем появляются снаружи. Они начинают группироваться и образуют новый суперкосмос, и они как бы проталкиваются внутрь, отталкивая другие. И вы видите, что это растущая, почти биологическая структура. Теперь, на каждом уровне этих структур, которые вы воспринимаете, есть ответственное сознание. Алиф отвечал за космос. А здесь, на уровне суперкосмоса, появляется эта форма. И чтобы вы знали, что это сознание, с которым вы можете взаимодействовать, в нем появится лицо или подобие лица и скажет: «Я могу с тобой поговорить». И чтобы понять, что оно говорит, вы сливаетесь с ним, а затем начинаете немного больше понимать об этом уровне. И здесь я хотел бы немного отвлечься, чтобы поговорить о сознании, потому что, похоже, есть два типа сознания. Одно – это сознание самой структуры, а другое – это, которое использует эту структуру как временное жилище. Если мы посмотрим на наши собственные тела и, например, поговорим с клеткой нашей почки и спросим у клетки почки: что ты делаешь? Какова твоя работа здесь? Клетка почки ответит: я не знаю. Я просто маленький парень здесь. Почему бы тебе не спросить босса? Кто здесь босс? Это совокупность всех клеток почки. И это уже сознание, с которым вы можете взаимодействовать. И почка скажет вам: я очищаю кровь, я делаю то и это. И каждый орган в нашем теле – это совокупность сознаний клеток, из которых он состоит. А затем появляется сознание, которое является совокупностью всех сознаний, всех органов. И можно сказать, что это, возможно, рудиментарное сознание, если можно так выразиться, вне тела. Оно управляет телом, когда оно без сознания. Другими словами, другое сознание отсутствует. Когда вы спите, когда вы под наркозом, кто-то управляет вашим телом, кто-то дышит, легкие знают, что делают, сердце продолжает качать кровь. Оно сознательно и не связано с сознанием, которое временно отсутствует. То же самое происходит на каждом уровне. Есть сознание самой структуры и другое, которое использует эту структуру и может приходить и уходить. То же самое можно сказать и о нашей Земле, например. Это сознательное существо и есть сознание, которое управляет планетой. Это электромагнитное поле, температура, течение и другие вещи. Экология планеты. А затем должно быть другое сознание, которое использует ее как гараж. И оно может приходить и уходить. Это гораздо большее сознание. И это верно для Солнца и для любого другого уровня, когда вы поднимаетесь выше. Бен воспринимал эти сознания как абстрактные формы, которые появляются на разных уровнях. И они общаются с вами, и вы можете учиться у них. Мы видели это на суперкосмическом уровне. Затем появляется унг, крест, два треугольника, два пересекающихся, а затем что-то похожее на египетского фараона. Первую человеческую форму, которая управляет 7-м уровнем. Всего было 7 уровней, и каждый уровень был все проще, все больше и включал в себя уровни, которые были ниже него. Как я уже сказал, сознание модульно. Итак, когда вы проходите через все эти уровни, вы, наконец, достигаете уровня, где все эти уровни содержатся в одной сфере, проявленном творением. Все видимое и невидимое, все, что когда-либо существовало, находится в нем.
а вокруг него бесконечная темная пустота, которая и есть само сознание. И когда оно вибрирует, как мы видели раньше, оно создает проявленное творение. Когда вы приближаетесь к нему, вы начинаете различать вращающиеся диски, покрывающие его поверхность. И когда вы смотрите ближе, вы видите вот что. Вместо дисков видны полосы с маленькими фигурками внизу, и эти полосы вращаются. Эти фигурки вращаются. И таких слоев 3. А четвертый, самый внешний слой, выглядит вот так. И вы начинаете узнавать в них санскритские буквы, а затем этот символ, который означает «Ом» или «космическое сознание» на санскрите. И снова, когда вы спрашиваете об этом, вам объясняют, что это не санскритские буквы, это голограммы, интерференционные узоры, которые активны на этом уровне, и они были восприняты видящими и включены в санскритский алфавит. Когда вы смотрите на это проявленное творение, вы понимаете, что должно быть сознание, которое управляет им, высшее сознание. И вы хотите понять, как устроена эта структура и что происходит с этими вращающимися дисками. И вам объясняют, что по мере роста этой клетки или этого существа, а мы видели, что оно постоянно расширяется, развивается и эволюционирует, оно расширяется в окружающую пустоту, которая, как мы помним, является чистым сознанием, и когда оно расширяется в нее, пустота начинает проникать в него. И эти вращающиеся диски действуют как модуляторы пустоты. Вращаясь, они создают звук, слово творения, которое затем начинает взаимодействовать внутри себя. Это голограмма звука или голограмма разных частот, которые начинают создавать всевозможные гармоники и дополнительные звуки, возникающие в результате взаимодействия разных частот. И все это постоянно развивается. Тогда вы спрашиваете, кто же главный бог, который управляет этой структурой? И в тот момент, когда вы спрашиваете, вы оказываетесь в бесконечной пустоте, и внезапно на вас нисходит яркий свет. Такой яркий, что вас ослепляет и трясет, потому что теперь ты понимаешь, что разговариваешь с главным богом этой структуры. Что же ты делаешь? Ты заглядываешь внутрь и понимаешь, что это туннель света. Ты входишь в него и начинаешь подниматься все быстрее и быстрее. И на самом деле ты начинаешь падать все быстрее и быстрее, а потом понимаешь, что он делает разворот, и в конце что-то есть. И ты знаешь, что это оно, и скоро ты встретишься с Богом проявленного творения. Когда ты, наконец, смотришь на него, ты понимаешь, что смотришь на себя, на свою точную копию. Но это я сидит там, не обращая на тебя внимания, и ты теряешься. Ты не знаешь, что сказать себе. Какая там погода? Что ты скажешь себе? И ты возвращаешься к своему старому проверенному трюку. Ты сливаешься с собой, чтобы, слившись, узнать себя и понять, что все это значит. Ты поворачиваешься и медленно возвращаешься в себя, как в тесный гараж. И когда ты, наконец, это делаешь, происходит огромный взрыв, и ты становишься пустотой.
потому что ты – сознание, которое и есть пустота. И та часть тебя, которая никогда не покидала тебя, всегда была пустотой. И тот наблюдатель, который смотрел твоими глазами и вел тебя через эту полосу препятствий, чтобы ты вернулся к себе, к своему высшему «я», был наблюдателем, который никогда не покидал тебя, и наблюдал, как ты создаешь для себя всю эту фантасмагорию. Каждый из нас создает свою собственную, и это просто путешествие домой, чтобы воссоединиться со своим «я». И мы можем сказать, что мы творцы, создатели и потребители нашей собственной реальности, потому что мы – само сознание.